Привет, друзья! Сегодня сделаем с вами отличный проект из остатков металлолома. В моем случае будет швеллер 80 на 40. Делать все буду из тех материалов, которые имеются в наличии. Ну и первым делом отмечаю кусок 1000 мм. Все особенности и размеры конструктива буду рассказывать в видео. Так что досмотрите ролик до конца. Ну а вам же всем приятного просмотра. Далее при помощи УШМ отрезаю наш швеллер в размер. Также буду отрезать все ненужные куски, которые приварены к нашему швеллеру. Как вы могли заметить, швеллер уже, конечно, повидал жизнь. Хотелось бы, конечно, работать с новым материалом, но ценник сегодня на металлоизделия просто кусается. Так что делаю из того, что есть. Следующим этапом очищаю все от ржавчины. Делаю это при помощи кораллового диска. Кстати, очень отличный диск, всем советую себе приобрести в мастерскую. Самое главное его отличие в том, что он отлично снимает ржавчину, при этом не снимает металл. Также можно отлично снимать краску. И я таким диском теперь пользуюсь постоянно. Далее швеллер необходимо привести в одну плоскость, так как внутри имеется впадина. Буду использовать вот такую вот шлейф-машину, так как у нее имеется плоское ровное основание и будет сниматься равномерно. И как вы можете заметить, съем металла идет равномерно. И для нашего проекта будет использован два куска швеллера по 1000 мм. Второй кусок я подготовил уже за кадром. В магазине приобрел два сварных навеса. Теперь устанавливаю с двух сторон с небольшим выпуском. При помощи маркера делаю разметку с двух сторон, чтобы можно петлю нашу было углубить. Примерно получилось углубление по 15 мм. Из-за особенностей конструктива швеллера и его толщины, это было минимально возможное углубление в моем случае. При помощи напильника убираю все заусенцы. На выходе получаем вот такое углубление из вот такой толщины металла. Но петля становится отлично, с минимальными зазорами. С одной стороны прихватываю и проверяю на соосность при помощи длинного уголка. После того, как убедился, что петли соосны, провариваю их полностью сварочным швом. И как результат швеллер складывается идеально. То, что нам и нужно. Далее идет уголок 60 на 60, длиной аналогично швеллеру. Уголок приложил вдоль петель и при помощи маркера делаю разметку с двух сторон. Это необходимо нам будет вырезать. Прикладываем уголок и делаем следующую разметку. Отступаю по 15 мм, также буду вырезать, чтобы в дальнейшем приварить можно было пластину. Как вы могли заметить, все заусенцы убираю при помощи напильника. Полученное углубление ввариваем пластину с двух сторон и выступающие части обрезаем. Далее с двух сторон делаем по одному сквозному отверстию. Сначала меньшим сверлом, а потом расширяем сверлом на 13, так чтобы у нас свободно входили болты с резьбой М12. Далее устанавливаем уголок на свое место, выставляем болты и прихватываем на сварку. Далее проверяем, чтобы уголок снимался и одевался. И далее уже провариваем наши болты полностью по кругу. Далее мной было принято решение усилить уголок. Для этого буду использовать квадрат 20 на 20. Квадрат сначала прихватил на прихватке, а потом далее проварил швом 15-20 мм. На передней части делаю разметку и делаю пропилы глубиной 35 мм. Углубления сделаны под сегменты. На самом деле можно сделать этих углублений сколько угодно, хоть каждые 100 мм. Но я же делал под следующий свой проект. Далее на ручном трубогибе согнул квадрат 20 на 20 под будущую ручку. Мною было принято решение сделать два крепления к столу. Для этого использую пластину, в ней делаю два отверстия и отрезаю в размер. Данные пластины будут приварены к швеллеру с задней стороны. Также будет приварена ручка с передней стороны. Как показала практика, ручка получилась вполне удобной. Ну а далее нашей конструкции необходимо придать благородный вид. Для этого сначала обезжириваем обычным универсальным обезжиривателем. Ну а далее покрасочные работы. Для этого выбрал грунт эмаль по ржавчине 3 в 1 Polycolor. Грунт эмаль предназначен для преобразования ржавчины, грунтования и окраски чистых и гиперкоррозийных металлических изделий, а также для окраски деревянных и других поверхностей внутри и снаружи помещения, всех типов зданий и сооружений. Для своего проекта я выбрал объем 0,4 и цвет вишнево-красный. Цвет очень насыщенный и наносится легко при помощи кисти.
Также возможно нанесение при помощи валика и краскопульта. Краска очень эластичная и не оставляет потеков. Рекомендуется нанесение в 2 слоя с промежуточной сушкой 24 часа. У краски высокая атмосферостойкость, она не выцветает. Высокий срок службы более 7 лет. Входит в топ-100 лучших товаров России. Ссылку, где приобретал товар, оставлю в описании под видео. После высыхания видим отлично окрашенные детали, которые теперь защищены от коррозии и придадут эстетичный вид нашему изделию. Оставшуюся конструкцию решено было покрасить в черный цвет. Для этого выбрал грунт эмаль по ржавчине 3 в 1. Молотковая, глянцевая, Мастер Prime. Предназначена для защитного декоративного окрашивания любых металлических поверхностей из черных металлов, сталь, чугун. Отлично подходит для обработки гаражных ворот, заборов, садового инструмента, элементов декоративной отделки, труб и прочих металлических изделий. Образует эластичное гидроизоляционное покрытие, сверхэластичное, не растрескивается, превосходно укрывает поверхность, также скрывает все неровности. Данной краской работаю я не первый раз, и результатом я очень доволен. Молотковый эффект образуется в считанные минуты. Для получения такого эффекта грунт-эмаль необходимо тщательно перемешать. Ссылку на продукт оставлю в описании под роликом. Детали оставляем до полного высыхания. Далее взял клапанную пружину, предварительно разрезав ее пополам. Одеваю с двух сторон на болты и ставлю шайбы. Сверху устанавливаем уголок, устанавливаем по шайбе и гайке с двух сторон. Не стал я делать какие-то барашки, так как боялся, что швеллеру будут они мешать. Теперь устанавливаем нашу конструкцию на край стола и прикручиваем на саморезы. На выходе получаем мобильный листогиб. Так как следующий проект у меня из нержавейки, буду пробовать на ней. Вставляем кусок нержавейки в наш станок, затягиваем гайками и гнем под 90 градусов. С этой задачей справляется на ура, без каких-либо усилий. Это маленькая деталь, сейчас попробую загнуть в разных местах под 90 градусов, а далее попробую немножко усложнить. Для этого возьму более длинный кусок металла. На выходе получаем все углы под 90 градусов. Далее, как я говорил, берем более длинный кусок металла, и загиб у нас будет 20 мм. И наше приспособление справляется также на ура. Единственное, что я бы переделал, это задние крепления. И сделал бы по бокам швеллера. А вот и, собственно, для чего я делаю прорези. Мне необходимо сделать поддон. И чтобы согнуть все полностью по кругу под 90 градусов, эти сегменты выручают. Я, как и говорил, можно делать каждые 100 мм, ну и у каждого могут быть свои размеры. Ну а самое главное, что сног получился рабочий и гнет все под 90 градусов. Результатом я доволен, а самое главное, что делается легко и просто. И рабочая поверхность для заготовок, чтобы гнуть металл, получилось где-то примерно 880 мм. Ну пускай будет 800. Этого вполне для мастерской, для домашней будет достаточно. Я надеюсь, что данный ролик был полезен и интересен. Если понравился данный ролик, поставьте палец вверх и напишите ваше мнение. Вам же всем крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока.